Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня у нас будет рецепт рождественского печенья, которое я пекла у себя на работе в британской школе. Нам понадобится 1 апельсин, сода, разрыхлитель, корица, мука, овсянка, клюква, растительное масло. Я не люблю использовать в выпечке обычное подсолнечное, поэтому я использую кокосовое. Ванильный экстракт, сахар. В рецепте сахар мусковадо. Он отличается тем, что он не обработанный, у него какой-то невероятный аромат, просто он пахнет, знаете, изюмом. Вот запах такого изюма, мне очень он понравился, и есть белый сахар. Но так как в рецепте сахара очень много, а я не люблю, когда много сахара в рецептах, я использую только его и вам рекомендую. Нам понадобятся весы. И начнем мы, пожалуй, с жидких ингредиентов. Нам надо 140 грамм. Я потом растоплю масло, чтобы оно стало жидким. Масло я отправляю в микроволновку. Растапливается масло. Я подготовлю сахар. Этого рецепта предлагается на 20 порций, примерно на 140 грамм масла, где-то 250 грамм сахара. Я беру 125, половину, потому что на работе мне не понравилось, оно было слишком сладкое. Я сразу предполагала, что для меня это будет очень сладко. Вот я даже 140 сделала, пусть будет. Теперь нам понадобится цедра апельсина. Теперь берем и натираем цедру на мелкую терку. Я думаю, что очень многие знают, что если в рецептах используется цедра, то не стоит ее натирать до вот белой части, пока есть еще оранжевая. Нам нужно только самый верхний слой. Я, в принципе, не люблю, когда в рецептах добавляют цедру лимона или апельсина, потому что мне как-то не нравится этот вкус, но в этом печенье без него никак. Это очень важный ингредиент, и он придает особый аромат печенью. У меня не очень удобная терка, но тем не менее. Как видите, апельсин у меня остается еще таким оранжевым. Не дохожу до белой части кожуры. Я добавляю наше масло. Я добавляю туда наш сахар. Я добавляю туда цедру. 8 грамм ванильного экстракта. И вот теперь нам эту массу нужно взбить при помощи миксера. На работе я, конечно, использовала профессиональный, но какой есть. Я думаю, что не так важно. Здесь самое главное, нам нужно добиться консистенции, чтобы сахар как бы растворился, превратился в такую пышную массу. Я предварительно взбила масло с сахаром. У нас получилась вот такая консистенция. Вы можете попробовать ее на вкус. Если вы чувствуете крупинки сахара, то нужно взбивать дальше. И в принципе пока еще крупинки есть. Но я хочу это пока отставить в сторонку и заняться тем, чтобы смешать сухие ингредиенты. Пока я буду смешивать сухие ингредиенты, возможно, сахар растворится чуть больше, и я еще раз его взобью, и тогда получится идеальная консистенция. Нам понадобится 290 грамм муки. Я, кстати, когда пекла на работе, мне нужно было умножать это на 3 порции, потому что рецепт был на 120-140 порций, и я муки не умножила. Потом пришлось домешивать на следующий день. 290 грамм. Мне понадобится овсянка 80 грамм. Добавляю разрыхлитель 8 грамм.
И, кстати, если вы не знали, что разрыхлитель и сода играют разную роль в выпечке. Поэтому, если написано разрыхлитель, используйте разрыхлитель. Если написано сода, то используйте соду. 8 грамм. И столько же мне понадобится соды. Корица. 4 грамма. Корицу обожаю. Здесь сочетание цедры, корицы и этого сахара дает невероятный аромат. Перемешиваем хорошенечко. И теперь мы возвращаемся к нашему маслу с сахаром. Теперь к этой массе я буду постепенно добавлять муку. Но для начала нам нужно клюква. 125 грамм клюквы. Сколько у нас здесь? Ребята, 130 грамм, даже взвешивать не буду, буду использовать всю. Вот так. И вот немного добавляю и перемешиваю, чтобы вот каждый кусочек он был отдельно друг от друга. Иначе оно все слипнется и будет в одном печенье много кусочков, в другом мало. Ну а теперь мы будем постепенно добавлять наше масло с сахаром, муку. Первую часть я взобью миксером, а потом я уже буду смешивать руками, потому что тесто очень тугое. Я немного вот добавила. Теперь в эту же смесь я добавлю сразу немного клюквы. Немного клюквы, чтобы у нас равномерно она распределялась. Теперь я продолжаю замешивать тесто руками. У кого дома профессиональный миксер, могут использовать миксер с другой насадкой для теста. У меня такого здесь нету, поэтому я с удовольствием поработаю и руками. Добавляю остаток муки и остаток клюквы. И продолжаю. Все хорошенечко перемешивать. Мне уже нравится, какое тесто получается. И мне очень нравится запах. Он прям... Именно из-за этого запаха я и решила, что я хочу повторить рецепт, рассказать о нем другим. Потому что запах Рождества вам надо попробовать. Но, конечно, большую роль играет сахар, который мы сюда добавили. Он пахнет, как я уже говорила, изюмом. И вот этот вот запах, он передается печенью. Вот я чувствую, что муки действительно многовато. Тесто не такое пластичное. Интересно, что я на работе, получается, случайно не добавила нужного количества муки. И мы потом уже это контролировали, добавляли муку и контролировали консистенцию. Сейчас я вижу, что тесто превращается вот в такую вот крошку. И мне вот немного недостаточно масла, потому что она должна быть липкая и превратиться в пластилин. Вот и следую потом рецептам по граммовкам. Я всегда все делаю на глаз. Вот всегда. Но работа меня, конечно же, вынуждает теперь все взвешивать очень точно. Только соль на глаз мы сейчас добавляем, какие-то приправы, но потом все это пробуем. Поэтому я добавлю, наверное, возможно, кокосовое масло сыграло роль. Я добавлю немножечко оливкового. Прям немножечко. Для того, чтобы мои ингредиенты все-таки сцепились. Вот. Другое дело. Итак, теперь самый интересный процесс – это формирование самого печенья. Просто шарик, вот вы делаете его поплотнее, сжимаете, потом скатываете, вот он у меня даже разваливается, скатываете, и я делаю потом так.
и формирую таким образом. И благодаря такому способу вы можете примерно одинаковые печеньки приготовить. Но так как мне на работе нужно было их приготовить 500 штук, меня шеф научил другому способу. Нужно скатать колбаски, и потом ты можешь их нарезать на порции. Но когда я это делала, я делала главную ошибку. Я очень сильно давила, и оно у меня разваливалось. А оказывается, секрет очень прост. Формируйте плотную такую колбаску. А я их делала 500 штук. И вот теперь вы можете слегка, без давления, вообще без никакого давления, потихонечку катать по столу. Если вы захотите приготовить большую порцию, ее можно заморозить. Поэтому этот способ вам может пригодиться. И вот нашу колбаску мы отрезаем некрасивый хвостик. И дальше мы можем резать на порции. Я буду делать шарики, потому что мне так нравится больше, если честно. Но в больших пропорциях, и у меня какое-то суховатое тесто получилось, поэтому я делаю вот так. Теперь выставляем режим духовки, и нам нужно 190 градусов. Выпекать 12-13 минут. Ну что же, походу, либо кокосовое масло так сыграло, либо все-таки нужно было меньше муки. Печенье сохранило форму, но сейчас попробуем, как оно на вкус. Пока выпекалось мое печенье, я остальное тесто приготовила к заморозке. Я заморожу эти печеньки, всегда можно достать и приготовить буквально за 10 минут горячее свежее печенье. Ну что, самое интересное попробовать. Попробуем с вами. Кстати, оно не расплылось. У нас на работе оно расплылось, стало в 2 раза больше, стало более плоское. Не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за того, что я добавила муки как надо по рецепту. Но самое главное – это вкус и аромат. Попробуем. На мой вкус все равно много сахара. Возможно, я бы уменьшила еще в 2 раза сахара. Но вкус это потрясающе. Вам надо попробовать. Я надеюсь, что вы испечете печенье по этому рецепту. И потом, особенно надеюсь, что вы мне об этом расскажете. До новых встреч. Всем пока-пока.